Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поговорим о словах, о фразах, которые вы произносите, тем самым вы привлекаете страхи, боязнь в свою жизнь. Поэтому измените свое мышление, перестаньте произносить и даже мыслить именно в таком ракурсе. Вы увидите, как ваша жизнь сможет измениться. Давайте с вами разбираться далее более подробно. Вы знаете, наши мысли обладают достаточно огромной силой, которой не удалось изучить полностью до сих пор. Они способны направлять человека на верный и легкий путь. Также они способны увести человека за черту невозврата, откуда у него уже не получится вернуться. С помощью мыслей можно управлять людьми. С их помощью человек может помочь человеку, а может причинить и вред, от которого будет трудно оправиться. Каждый человек, без исключения, имеет в голове разные мысли. У кого-то они добрые и позитивные, а у кого-то злые и негативные. Но они в том или ином случае оказывают непосредственное влияние на нашу жизнь. Поэтому нужно пытаться мыслить только в положительном ключе. Если этого не делать, то жизнь может измениться не самым наилучшим образом. В нее придут различные проблемы, недопонимания, а порой и несчастья. Человек, который находится под влиянием негативных мыслей, не живет своей жизнью. Он постоянно находится под энергетическим влиянием. Ему не хочется ничем заниматься, нет желания обучаться чему-то новому. Если даже оно появляется, то очень быстро проходит. Нет и желания встречаться с близкими людьми, так как кажется, что весь мир смотрит на него и знает, что его что-то тревожит. Он не хочет, чтобы его жалели, и поэтому старается уединиться, держась в окружении только самых родных и близких людей. Мысли способны сбивать человека с выбранного пути, поэтому если имеются какие-то негативные мысли, от них стоит избавляться. Если вовремя этого не делать, они начинают притягивать различного рода страхи, которые делают жизнь порой очень грустной, печальной. Ведь что может быть хуже, когда вместо того, чтобы спать ночью, человек лежит и перебирает в голове все свои страхи, а на утро он каким встает? Подавленным, расстроенным, и это длится день изо дня, пока в его жизни приходит затяжная депрессия, которая переворачивает жизнь с головы на ноги. Не стоит ничего бояться, от страхов нужно избавляться, как и от неприятных мыслей. Вы должны понимать, что это ваши враги, и таким способом вы сами себя разрушаете. Вы разрушаете свое биополе. Вы становитесь слабыми и подвластными любому негативу извне. Вас легко обидеть, предать, напугать. Вы только и делаете, что ожидаете что-то плохое. Вы остановились на одном месте и не сдвигаетесь с него. А с каждым последующим днем это все труднее и труднее сделать. Поэтому научитесь прислушиваться к своей интуиции и идти навстречу страхам. Только так вы с легкостью будете от них избавляться. Не откладывайте решение проблем на потом. Не давайте им укрепиться в вашей жизни, так как если они это сделают, то будут притягивать и другие. Вы должны научиться отпускать все трудности, проблемы, недопонимания, то, что когда-то с вами произошло, так как этот груз многих лет ничего хорошего не приносит в вашу жизнь, а только делает ее трудной. Порой можно посмотреть назад и осознать, что много лет вы не жили, а существовали в негативных мыслях, в страхах, упуская шансы и возможности, которые у вас были. А если бы вы в нужный момент все бы отпустили и никогда бы не попали в такую ситуацию, в которой находитесь сейчас? Большинство в нашей жизни происходит вот именно тогда, когда должно произойти. Если вы добры душой, то имеете периодически возможность выбрать другой путь, который может изменить кардинально вашу жизнь, но не делаем этого, так как снова-таки боимся. Начните это менять, отпустите все то, что вас отягощает. Проблемам, негативным мыслям, страхам не должно быть места в вашей жизни. Им на смену должны прийти только положительные эмоции, улыбки, счастливые радостные моменты, когда у вас будет желание творить, идти только вперед и никогда больше не смотреть назад.
Вы сильны и мужественны. Вам под силу все изменить. Главное захотеть искренне это сделать. Ну и, конечно же, совершить самый первый шаг в направлении того, что для вас важно. Да, это трудно, порой кажется невозможным, но если вы начнете идти, увидите, что с каждым шагом будут становиться только лучше, что перед вами откроются новые возможности, перспективы, что то, о чем вы будете мечтать всей душой, непременно сбудется. Попробуйте, и вы увидите, что это все в ваших руках и в ваших силах. Не позволяйте негативу и страху одолеть собой. Ничего хорошего из этого у вас не получится. Вы не сможете радоваться своей жизни на полную силу, потому что постоянно будет возникать что-то пугающее вас, которое будет вас тревожить и сбивать с вашего пути. Чтобы набраться энергетических сил, займитесь тем, что вам нравится. Постарайтесь кардинально переключиться. Каждый день повторяйте себе, что у вас все хорошо, что все меняется, налаживается, что жизнь будет такой, как вы мечтаете, и что в нее придет то, что вам очень сильно нужно. У каждого человека это что-то свое, порой даже то, о чем не знают близкие люди, так как не все, что есть в сердце, проговаривается вслух. Старайтесь больше гулять, слушать музыку, смотрите добрые фильмы. Не общайтесь с теми, кто вас расстраивает, и не впускайте таких людей в свою жизнь, потому что они способны притягивать негатив, который будет сказываться на вашей жизни неблагоприятно. Посмотрите, какой прекрасный мир вокруг вас. Подумайте о том, сколько всего интересного и разнообразного в нем есть, что вы уже видели, что обязательно еще увидите. Найдите себе мечту, идите к ней навстречу. Вы увидите, как ваше настроение будет улучшаться, и больше светлых энергий начнет поступать в вашу жизнь. Будет ощущаться бодрость, желание творить, а многие люди на таком жизненном этапе начинают видеть вещи и сны, которые помогают им выбирать правильный дальнейший путь. Многие начинают лучше ощущать силу своей интуиции, но у кого-то открываются их экстрасенсорные способности, о которых ранее они и не подозревали. Не отворачивайтесь от тех, кто вас любит. Держите таких людей за руку, они помогут вам на вашем новом жизненном пути, поддержат. Ведь такие люди даны вам высшими силами для того, чтобы мы не были одни и в трудных ситуациях, неопределенных, и имели крепкое плечо. Благодарите за то, что имеете, за то, что меняется, и вы увидите, сколько всего прекрасного начнет наполнять вашу жизнь. Вы не должны принимать трудности как должное, как наказание за какое-то действие, за какие-то слова. Вы в состоянии все менять. Вы не дерево и корнями нигде не приросли, поэтому отпустите такие мысли и думайте о чем-то хорошем, предпринимая правильные действия. Негативные мысли способны наталкивать человека на неправильные размышления, углубляясь в которые он будет себя во всем винить, особенно если на каком-то этапе совершил необдуманный поступок или же что-то пожелал, что сбылось и тем самым наполнило его жизнь неприятными событиями. Этот этап был и прошел. Никогда не тяните его за собой, так как он не даст ничему новому и приятному прийти в вашу жизнь. Негативные мысли часто влекут за собой слезы, поэтому перестаньте плакать, возьмите себя в руки, у вас все будет хорошо. Главное избавиться от того, что вас тревожит, от разрушительного негатива. Если вы сами не начнете верить в свои силы и возможности, вас никто не сможет переубедить и направить в нужное для вас русло. Начните отфильтровывать негативные мысли, если таковые будут появляться в вашей голове. Например, если возникнет такая фраза «Ой, я не справлюсь», скажите «Я справлюсь». Или «Меня не любят и не полюбят». Нет, скажите «Меня любят и ценят». Или вы говорите о том, что все закончится не так, как вы желали. Нет, скажите себе, у меня все будет именно так, как я этого хочу. И так далее, и так далее. Если вашу голову начнут наполнять мысли или страхи, с которыми вы не можете справиться, начните петь. Это поможет вам создать другие вибрации и в такой момент притянуть нужные энергии, которые придадут вам сил и не позволят думать о плохом.
Изначально это будет очень непросто, так как нужно постоянно раскладывать по полочкам свои собственные мысли, но когда вы научитесь это делать, вы сразу увидите, как легче вам будет. Немаловажным является и то, что никогда не стоит забывать о том, что мысли материальны. Если вы то и делать будете думать о плохом, привлекая к себе потоки негатива, то, избавившись от одного, вы сразу будете получать следующий, и так это будет продолжаться нескончаемо. Стоит знать и о том, что сила мысли зависит и от той психической энергии, которую вы излучаете в этот момент, и от того, какими эмоциями это все подкрепляется. Поэтому думайте только о чем-то хорошем, позитивном, добром, светлом. Это поможет привлекать нужные энергии, благодаря которому у вас все будет обязательно получаться, так как вы сами того желаете. Когда вы избавитесь от плохих мыслей, от того, что вас тревожит, начните думать о чем-то хорошем. Представляете, как это хорошее каждый день растет, увеличивается и приумножается. Каждый ваш новый день должен быть направлен на положительное мышление, на то, о чем вы мечтаете, визуализируйте. Не бойтесь все свое свободное время в первое время посвящать этому. Как только вы сможете концентрировать все свои мысли в правильном направлении, вы ощутите разницу в событиях, обстоятельствах. Это будет вызывать у вас радостные и счастливые эмоции. Весь мир вокруг вас состоит из различных энергий, поэтому вы привлекаете к себе все то, что излучаете, все то, что очень сильно хотите получить в свою жизнь, не повторяя за кем-то, а желая это от чистого сердца, от души. Вашу жизнь можно сравнять с зеркалом. Так, например, любовь, счастье, благополучие, зависть, сплетни – это все вибрации, издаваемые вами во время того, как вы думаете в этом направлении. И, конечно же, в такой момент эти посылы отправляются во Вселенную. Поэтому через очень короткий промежуток времени все это незамедлительно появится в вашей жизни, только в большом размере. Думайте только о хорошем. Творите добрые дела, живите так, чтобы те, кто встретился с вами на вашем жизненном пути, стал немного счастливее, успешнее, радостнее, и ваша жизнь будет прекрасной и разнообразной. В ней не будет места для сомнений, страхов и грусти. Настройтесь только на то, что вас будут окружать позитивные энергии, что в жизни будут происходить такие же события, и все это у вас будет, так как вы того сами пожелаете. Научитесь управлять своими мыслями, эмоциями, отправляя правильные посылы во Вселенную. Станьте ее любимчиком. Тогда она будет оберегать вас от любых жизненных неурядиц, помогать преодолевать преграды и справляться с легкостью с теми трудностями, которые будут встречаться на вашем жизненном пути. Вы всегда должны верить в лучшее, даже если сейчас вам может казаться, что все плохо или же что все идет не так, как того вам бы хотелось. Таким образом, вы научитесь мудрости и убеждению, а это поможет вам притягивать потоки счастья, любви, изобилия в нужных для вас количествах. Вы сможете кардинально изменить свою жизнь только тогда, когда измените свое мышление, когда перестанете притягивать к себе энергии, которые приносят вам вред, и будете идти к поставленным целям, не ощущая страхов и сомнений. Научитесь слушать свою интуицию, она будет вас направлять. Вас начнут окружать приятные события, новые знакомства, наполнять вашу жизнь, мечты будут исполняться, и вы ощутите легкость, спокойствие и радость. Вы должны верить в свое внутреннее «я», оно у каждого человека настолько сильно, что способно помочь ему справиться со всеми тревогами, негативными энергиями, страхами и ненужными мыслями. Единственное, что не все люди понимают его силу и мощь. Откройте для себя с новой стороны, прислушайтесь к себе. Возможно, есть то, что вы давно хотели попробовать, над чем поэкспериментировать. Главное, не стойте на месте, двигайтесь вперед. Избавьтесь от того «я», которое тянет вас вниз, которое много лет направляло не по тому пути, то, которое заставляло себя жалеть. Начните управлять ним, творить свою новую жизнь, такую, которая будет вас не опечаливать, а только радовать. На этом новом жизненном пути пейте больше травяных отваров. Они будут давать вам жизненные силы. Старайтесь как можно больше гулять. Думайте в этот момент о чем-то светлом. Вы можете мечтать, и это будет помогать вам привлекать светлые энергии, а также сделать вашу связь со Вселенной более крепкой.
Вы должны также знать, что перед вами будут с каждым днем открываться такие возможности, о которых вы только будете думать. Повторяйте себе, что вы красивы, что вы умны, мудры, сильны, что вы сами художник, творец своей жизни, что вы сможете нарисовать ее такой, какую вы хотите видеть, яркую и красивую. Хорошие мысли способны наделять человека силой, выносливостью, помогать вам улучшить качество своей жизни, положительно влиять на свою судьбу. Так, не позволяйте негативным мыслям и страхам отобрать у вас жизнь, которую вы заслуживаете и о которой вы мечтаете на данном этапе в жизни. А мы желаем вам сил, чтобы вы могли все изменить только в лучшую сторону, наполнив свою голову светлыми мыслями, а сердце чистосердечными делами и добром. Помните о том, что вы все можете изменить в своей жизни. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.